Всем привет! Меня зовут Лера, и сегодня я расскажу, как передавать новые задачи из Asana в Google Sheets. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать задачи из Asana в другие системы. Например, в Google Sheets вы сможете добавлять новые строки на основании новых задач, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Asana. Теперь необходимо указать действия, например, загрузить задачи новые. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Asana к системе Apex Drive. Введите ваш email и пароль к личному кабинету Asana. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Далее выберите рабочую область и проект, из которых будут выгружаться новые задачи. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом нет необходимости, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите тестовые данные. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных Asana успешно завершена. Теперь необходимо перейти в настройки приема данных. В качестве системы выбираем Google Sheets. Далее необходимо указать действие, добавить строку. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Google Таблиц к системе Apex Drive. Введите свой email и пароль. Далее необходимо поставить все галочки для доступа и предоставить разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Google. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Теперь необходимо указать файл и лист, на которые будут передаваться новые задачи. После выбора у вас отобразятся колонки Google Таблицы. Для того, чтобы добавить переменную в колонку, кликните в нее и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только добавлять переменные, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые данные назначены в колонке, кликаем «Продолжить».
На этом этапе вы видите тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Google Sheets». После успешной отправки переходим в Google Sheets и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе настройка приема данных в Google Sheets успешно завершена. Далее необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!